Добрый день, друзья! Рассыпчатое песочное печенье, изящно стекающие линии шоколада и простой способ приготовления. Я думаю, сейчас каждый захотел попробовать хотя бы одну печенюшку. Итак, в миску кладем 125 грамм очень мягкого сливочного масла, высыпаем к нему 180 грамм сахарной пудры и лопаткой перетираем до однородной консистенции. Лучше использовать именно сахарную пудру, а не сахар. Печенье получится очень нежным. Далее с помощью миксера взбиваем масло и пудру до посветления и пышности. Затем добавляем 2 яйца и соединяем их со сливочной массой. При этом миксер не выключаем, а продолжаем взбивать. Снижаем скорость миксера и вливаем тонкой струйкой 60 мл растительного масла без запаха. Кладем щепотку соли, пол чайной ложки ванилина, высыпаем 200 грамм кукурузного крахмала, 6 грамм разрыхлителя и перемешиваем лопаткой до однородности. Теперь высыпаем 300 грамм муки и замешиваем тесто руками. Заменять крахмал на такое же количество муки не рекомендую. Крахмал придает песочному тесту особую рассыпчатость, мягкое и влажное ощущение при укусе. Вообще в выпечке я использую только кукурузный крахмал. Он, в отличие от картофельного, лучше растворяется и не дает привкуса. Долго тесто вымешивать не нужно. Оно довольно быстро собирается в единый комок и по консистенции напоминает очень мягкий пластилин. Теперь отщипываем от теста небольшой кусочек и скатываем его в шарик. По размеру он должен быть как крупный грецкий орех. Из данного количества теста делаем 39 шариков, а это значит, что у нас получится в итоге 39 штук печенья. Шарики из теста получаются очень ровными и гладкими. Перекладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки на определенном расстоянии друг от друга. Печенье я выпекаю на 2 противнях, так как его получается достаточно много. Отправляем его выпекаться в предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 15-20 минут. Печенье очень хорошо увеличивается в размере и получается с красивыми трещинками на поверхности. Достаем его из духовки и даем полностью остыть. Печенье можно оставить и в таком виде, просто присыпав его сахарной пудрой сверху. А можно украсить, как я, растопленным шоколадом, делая с помощью кондитерского мешка тонкие изящные линии. Я шоколад беру 2 видов – темный и розовый, рубиновый. Шоколад использую фирмы Callebaut. Покупаю его на сайте shoko.ru. У них всегда большой выбор, быстрая доставка и приемлемые цены. Ссылку на магазин я оставлю в описании под видео. А по промокоду «Это просто» у вас будет дополнительная скидка 2%. Вот теперь наше печенье готово. Оно очень вкусное, нежное, рассыпчатое и безумно ароматное. Пробуйте приготовить и вы. Подписывайтесь на канал и рядом не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые рецепты. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».